Всем привет, с вами вновь антonsамогинов.ком, и я продолжаю рассказывать о еще не вышедших играх. На недавно прошедшем в Кёльне Gamescom 2015 состоялся первый совершенно неожиданный показ Мафии 3. Кадров из игры доступно немного, поэтому я буду максимально лаконичным. Одновременно с анонсом в интернете начался какой-то невообразимый шквал комментариев, ругань. Очень многие были недовольны увиденным, но я могу сказать, что это была чуть ли не единственная, наряду с XCOM 2, презентация Gamescom, которая окончилась бурными аплодисментами. И, в общем-то, 2K, наверное, сами виноваты, выпустили очень мало футажа, который совершенно не передает сути игры и того, что было показано на Gamescom. А Мафия у нас игра культовая, несмотря на огрехи второй части, до сих пор сериал безумно все любят. И, конечно же, в первую очередь благодаря незабываемой первой части, какой бы кривой по современным меркам она ни была. Первую Мафию я, как и все, обожаю, но у меня лично нет проблем с тем, чтобы воспринимать новое, а здесь этот скилл определенно необходим, потому что Мафия 3, скажем так, сильно отличается от того, что многие ожидали. В целом, с желанием получить ту самую Мафию нужно было распрощаться уже на второй части, потому что сценарист, дизайнер и режиссер первой Мафии Дэниэль Вавра успешно покинул студию в 2009 году, не окончив работу над Мафией 2. Недавно он собрал денег на Кикстартере и делает первую средневековую РПГ без эльфов и магии, которая называется Kingdom Come. Там у него все пока вполне себе впечатляюще. Ну а третью Мафию делает абсолютно новая команда Hangar 13, то есть Ангар 13, в которой включены многие бывшие разработчики 2K Czech и бывшие Illusion Softworks и многие новые. Поэтому в первую очередь новая Мафия вызывает ассоциации со второй частью, а не с первой. И, в общем, не сказать, что это совсем уж плохо. На самом деле разработчики стараются сохранить все основные столпы, на которых стоит оригинал. В первую очередь это фирменное внимание к деталям, аккуратное воссоздание эпохи и цитаты из культовых криминальных кинокартин. На этот раз все начинается в конце 60-х. Чернокожий Линкольн Клейн возвращается с Вьетнамской войны в Новый Орлеан. Кстати, что достаточно важно, впервые в Мафии реальный город, а не выдуманный. Там он выясняет, что его банда, которая его в свое время приютила, когда он был сиротой и воспитанником улиц, погибла от рук итальянской мафии и, конечно же, решает им отомстить. То есть задача простая: перерезать всех итальяшек и взять обратно под контроль город. Звучит на самом деле настолько эпически скучно, что хочется прочитать описание сюжета голосом Володарского. Но во многих современных играх, прямо так скажем, зачастую есть проблемы с мотивацией. You people speak of family, like you know what that word means. Зато эпоха и сеттинг отработаны, как всегда, просто-таки великолепно. Вот тот эпизод, который нам показывали, он сразу мигом вызвал флешбеки из начала Мафии 2, когда главный герой идет по улицам родного города, вокруг кипит какая-то невероятная жизнь, атмосфера настолько густая, что она прям вот висит в воздухе. Вокруг миллион каких-то сценок, он идет по улице, его встречает какая-то женщина, выпучивает глаза и убегает, а Клейн отшучивается, что, мол, приятно вернуться домой. Какие-то полицейские там берут показания у потерпевших, парочки целуются, кто-то дует траву. В общем, бурлит такая настоящая нью-орлеанская жизнь. Вообще, очень крутой сеттинг выбрали, потому что Новый Орлеан был только до этого в одной игре, это Infamous 2, и там он был мало похож на Новый Орлеан. Там был свой выдуманный город, который брал вдохновение из Нового Орлеана. А по сути это безумно крутое место, которое находится на болотах с кучей крокодилов вокруг, где, как и в Майами, принято разделывать неприятных тебе людей и скармливать их крокодилам. Но самое крутое, что по сути этот сеттинг превращает Мафию 3 в аналог Vice City, только вот для сериала «Мафия». То есть это совершенно другая атмосфера, яркая, солнечная. При этом разработчики отрабатывают эпоху вот со своим фирменным стилем. Так что ты действительно вот мгновенно, даже смотря, как кто-то другой играет, чувствуешь окружающий мир, вот просто впитываешь атмосферу, у тебя полное ощущение, что ты попал в какой-то правильный кинофильм эпохи, вроде Warriors.
Везде там хиппи, наркоманы, уличные бандиты, духоту в воздухе прямо ощущаешь. Из баров доносятся лучшие песни из плейлиста Guitar Hero 3. При этом в игре обалденная работа со звуком. То есть, когда вы проходите мимо какого-то кафе или бара, вы не где-то там гул какой-то, да, в играющей музыке слышите, а у вас вот полное ощущение, что она оттуда доносится. В общем, в этом плане все просто отлично. Когда доходит до экшена, Mafia 3 всячески демонстрирует, что в курсе всех трендов, а ее работники явно любят игры Naughty Dog, потому что, с одной стороны, Линкольн очень живо прилипает к укрытиям, противники шикарно ловят пули, когда доходит до рукопашки, герой, подражая Нейтану Дрейку, просто всех разделывает, есть тейкдауны через препятствия, он может выламывать ружья и тут же стрелять в упор по противникам, стоит взорваться гранате, как вся мебель вокруг разлетается в щепки. Ну, в общем, выглядит это действительно очень-очень хорошо, чего нельзя сказать о езде на автомобилях. Вот из всего срача на тему Mafia 3 могу сказать, что действительно меня смутило, как машины ездят, потому что в Mafia, да, всегда отдельным пунктом шла вот реалистичная физика автомобилей. К сожалению, на этот раз это не так. Также новая игра пытается следовать всем трендам в песочницах, то есть помимо сюжета будет все-таки еще игра в открытом мире, нужно отжимать кварталы, наращивать влияние, назначать своих лейтенантов, среди которых, к слову, будет Вита. Лейтенантам можно делегировать под управление района и заведения, а также просить о помощи. Например, там персонаж может подойти к телефонной будке, позвонить своему корешу и попросить там подкупить полицейских, пригнать тачку, ну или что там еще было в телефоне GTA 5. В целом, Mafia 3 действительно выглядит очень достойно, с большим фокусом на сюжетную линию и атмосферу. Она неплохо сделана графически. Пока что есть вопросы к технической составляющей, то есть там проседает FPS. Но, понятное дело, показывали не финальную версию, поэтому я думаю, что все будет в порядке. Под вопросом только езда на автомобилях, ну и насколько трогательной будет сама история. Потому что, ну, уже во второй Мафии с этим не все было идеально. Ну, понятно, не было того самого режиссера и сценариста. Так что вот этот момент лично меня волнует больше всего, а не то, что там главный герой чернокожий и прочую ересь, которую пишет в интернетах. Bayou's a big place, Tommy. Dark, hungry. By the time it's through with you, won't be nothing left. На этом все. Это были первые впечатления о Mafia 3. Если понравилось, ставьте лайки. Больше лайков, больше желания ездить на Gamescom и делать новые видео. Подписывайтесь, если еще этого не сделали. Про мафию еще будет много всякого, уверен. Ну и заходите в блог, там впечатления появляются раньше всего. Ну и до встречи в новых сюжетах.